Hello to everybody. It's a pleasure to be again in this seminar with my Russian friends. Thanks to everybody for being here. You know, these days are difficult for all over the world, but we need to make it happen. So thanks for sharing your time and let's do it. Добрый вечер. Всем огромное спасибо. Спасибо, что выбрали время, что нашли время присоединиться к нашему сегодняшнему семинару. Да, мы сейчас переживаем все, может быть, не самые простые, не самые легкие времена, но, тем не менее, нам нужно становиться хоть как-то, хотя бы чуточку счастливее. Видите, Хулио только что рассказывал о том, что в Чили до сих пор строгий карантин, что полиция проверяет пропуска у людей на улицах. В общем, примерно то же самое, что у нас было недавно, и не факт, что еще нас не ожидает этого в будущем. Вот. Ну что ж, давайте немного поговорим о хозяйстве. Хулио я уже представил, поэтому давайте, let's do it, что называется. Well, the Bouchon history started in 1887 when my great-grandfather came from Saint-Emilion in Bordeaux to Chile. Соответственно, история винодельни Бушон в Чили началась в 1887 году, когда его прадед переехал в эту страну из Франции, если быть точнее, из Сент-Эмильона, что в Бордо. He was a viticultor. He has his little vineyard in Saint-Emilion, and he lost it because of the phylloxera. Он был виноградарем, но так как из-за филоксеры он потерял все свои виноградники, он вынужден был искать что-то новое. And he came down to Chile looking for new expectations, a new life. At least this is the official story that we get from the family. Maybe he escaped from France. Ну и он, соответственно, в поисках новых возможностей переместился на другую сторону земного шара. Ну, по крайней мере, так гласит традиционная семейная легенда. Что там было на самом деле, он сам точно не знает. Вот, говорит, возможно, он там от кого-то бежал. То есть, это не исключено. And he started planting his first vineyards in Colchagua Valley. And then the second generation, my grandfather, together with his brother, they continue growing grapes and making wine, but selling the wine in big quantities, in bulk, to the big wineries. Ну и, соответственно, его прадед начал выращивать виноград в долине Кольчагуа, а уже следующее поколение, то есть дед Хулио вместе со своим братом, начали уже не только выращивать виноград и продавать его как виноград, но начали делать вино. Но они, конечно же, в те времена его самостоятельно не бутилировали и балком продавали компаниям, которые его разливали. And my father, who is the third generation, is the one who started bottling wine and having his own brand and exporting the wines in the 90s. So this is an old tradition, but in terms of brand, this is like a 25-year-old brand name. Ну и, соответственно, уже непосредственно его отец, то есть третье поколение семьи Бушонов в Чили, создал уже винодельню, начал самостоятельно бутилировать вина и продавать под своим брендом вина не только на территории Чили, но и за рубеж. И, в общем-то, поэтому, то есть, как бы история семьи Бушонов, она достаточно давняя, идет с конца 19 века, но как бренд Винни Бушон, да, то есть это достаточно молодой бренд, который появился, по сути, в середине 90-х годов. And now we are the fourth generation, is together my sister, my brother, and myself. We call it the young generation of the Bouchon family. We are in charge of the winery. And today we are based in Maule Valley. This is 300 kilometers south of Santiago and into the coast. Ну и на данный момент компания управляется четвертым поколением молодых Бушонов. Это поколение представляет непосредственно сам Хулио, также его брат и сестра. И сейчас их основная винодельня, она расположена в долине Мауле, что в 300 километрах на юг от Сантьяго. И это такая прибрежная зона, достаточно далеко от Тихого океана. We have three main farms today. One is Mingre, where we have one of the most important terroirs for Bouchon. And we have the house with the Casa Bouchon Hotel and the cellar. And we have Santa Rosa, where we have a lot of our grapes,
next to the Maule River. And then we have Batuco, where we make all the whites, mostly the most important, the semillon. Ну и на данный момент хозяйство обладает, вообще бренд обладает тремя хозяйствами. Самое главное, самое основное — это Мингре, там, где находится, в общем-то, их основная винодельня, там, где находятся, ну, не апартаменты, это скорее такое что-то типа агротуризма итальянского, Касса Бушон. Вот. Кроме всего прочего, есть хозяйство Санта-Роса и Батуко, это уже поближе к океанической линии, и там они в основном занимаются производством своих белых вин. If you see in this map from the Maule Valley, on the left side, you see the Pacific Ocean with Constitución, that is the port there in the ocean. And we are quite close to the ocean, between 40 and 25 kilometers. So we have a lot of maritime influence. Ну вот если вы посмотрите на слайд, который у нас вот здесь вот изображен, то слева, видите, голубоватая это линия, соответственно, Тихого океана. Там, соответственно, город Конституцион. Вот. И вообще, в принципе, хозяйство, оно относительно недалеко, там в зависимости от какой из поместий, там 25-40 километров от берега океана, и поэтому они испытывают очень сильное влияние морского климата. And then talking about soils, we have Mingre, that we have mainly granitic soils. You can see this picture. It's a decomposed granite that is coming from the coastal range. Ну, соответственно, если мы говорим как о основном хозяйстве о Мингре, то Мингре характеризуется в первую очередь своими очень интересными гранитными почвами, потому что, ну, как многие знают, что с одной стороны граница Чили — это горы Анды, но есть еще так называемая coastal range, прибрежная горная гряда, и вот она сформировала гранитная почва, как раз-таки это вот ее, скажем так, отроги, это ее почва. From these soils, we get the Mingre wine. We get, for example, the Granito wines that are not already in Russia, and we get the Block Series wines. The style of tannins of wine and tannins that we get from this granite soil is very vertical, wine with a lot of tension. Ну и, соответственно, вина, которые они производят из этой линейки, точнее, из этих почв, это, ну, непосредственно Мингре, это их топовое вино, которое представлено в нашем ассортименте. Еще одно вино, которое так называется Гранито. Этого пока еще нет, но надеемся получить в ближайшее время. Ну и так называемый Block Series, это вина их, которые раньше назывались типа а-ля Гранд Резерва. Вот, и получаются такие очень интересные вина с очень такими хорошими, такими яркими, такими структурированными танинами. And then, for example, here we have a picture of Santa Rosa soils. Santa Rosa is next to the Maule River, so we have these alluvial soils. Но вот здесь на следующем слайде уже изображена типичная почва для их поместья Санта-Роса. И так как Санта-Роса это уже непосредственно находится вблизи реки Мауле, по названию которой долина названа, если видите, такие какие галыши, такие камни, то есть это наносные аллювиальные почвы, которые очень сильно по своему характеру отличаются, например, от их Мингре. Most of the wines that we use this soil is the Reserva range from Bouchon, because this kind of soil will give us very round tannins and very juicy wine. So this is a wine that the style of wine we get from this soil is more, let's say, commercial, easy to drink, and a wine that is more easy to understand. Ну, соответственно, вот своего хозяйства Санта-Роса в основном производятся вина, которые входят в их линейку Резерва. Опять же, получаются такие более округлые тонинные, более понятные, более сочные, что ли, вина. Те вина, которые, ну, скажем так, проще понимать. And we go to the last farm that is called Batuco. Batuco is closer to the ocean, so we get more freshness, we get lower temperatures, and the soil is also granitic, but with a more composition of sand. Ну и, соответственно, хозяйство Батуко, здесь вот фотография типичного теруара оттуда. Это самый прохладный теруар для них, это ближе виноградник, который находится ближе всего к линии моря. И да, почвы здесь преимущественно также гранитные, но достаточно большое количество вкраплений песка. And from these soils we get our famous semillons.
Ну и, например, вот с этих участков, например, они производят свои знаменитые вина из сорта сомелье. Well, in Mingre, as I told you before, we have the cellar that is a very old cellar built from my grandfather times, and most of it is use adobe material, the clay. Мгм. Ну и, соответственно, вот здесь на фотографии изображен их погреб. Это достаточно старый погреб, который был построен для выдержки вин еще его дедом. Вот, построен в таком традиционном стиле. Там раньше было вообще там огромное количество, ну, прямую, так скажем, основной материал там вообще это глина, постройки сделанные, в общем-то, емкости там тоже до сих пор они используют. Ну, как это уже современные глиняные емкости. Ну, такой старый, такой глиняный, такой преимущественно здание, винодельни и дома. So, Sorry, Julio, there's one question. In total, how many hectares of vineyards do you have for the moment? o sea, the total capacity of the cellar is 4 million liters. But how many hectares of The vineyards? hectares now is 200 hectares. 200. So, да, на данный момент, соответственно, ну, 200 гектаров в совокупности со всех трех поместий они обладают. А потенциал, вообще вместимость их погреба, он может вмещать одновременно до 4 миллионов литров вина. And well, as I told you before, this is a 100% family-owned company controlled by myself together with my brother today. And we love wine and we love to have a direct contact with our customers. That's why you always will see me in Russia. This is not a company that we have PR people. It's a small company that is controlled 100% by the family. Ну и еще такой момент, да, это на 100% семейное хозяйство, вот непосредственно оперативным управлением и маркетингом, да и практически всем там, да, занимаются в основном они с братом. У них, прошу прощения, нет отдельного маркетингового такого большого департамента, поэтому, например, он сам постоянно ездит всегда в Россию, и, в общем-то, это не тот стиль компании, такой вот маленький такой, по сути, семейный бизнес из далекой страны. And also, I forgot to tell you at the beginning that Russia is a very special country for us. My father started working with El Wine Gluding more than 20 years ago, and having a great relation with the team and also with the customers. And I took care of me personally. I took care of the Russian market like 10 years ago, and I love Russia. I love the Russian people. I love the country. It's beautiful. So it's always an honor to work together. Too bad today we are doing it via the internet, but I hope it's going to be soon live. Ну и еще, да, вот он говорит, я немножко забыл на самом начале сказать, что вообще Россия для них это отдельный рынок, это очень важный для них рынок. Дело в том, что его отец еще на стыке 20-21 веков приблизительно начал сотрудничество с компанией El Wine. Непосредственно сам Хулио был вовлечен в процесс именно как работы с Россией примерно 10 лет назад. Он уже многократно посещал нашу страну, и ему нравится страна, ему нравятся люди, ему нравится стиль, ему нравится сюда приезжать. И да, сейчас, как говорится, ну, мы используем интернет для нашего общения, но так он очень любит сюда приезжать и очень любит все, что связано с русской культурой. So a little bit of information about Chilean wine regions and the Chilean viticulture. Вкратце буквально немножко о виноделии в Чили, о географии и всем остальном. Here we have a map of the Chilean wine regions. You know, Chile is a country that is very long and skinny and thin. It's 4,000 kilometers long and it's like 200 kilometers wide. Ну, смотрите, вот здесь у вас изображена карта самой страны. Как вы знаете, да, Чили очень такой имеет нестандартную форму. Это очень сильно вытянутая страна с севера на юг. И с севера на юг это примерно 4000 километров, а с запада на восток там, ну, там порядка там 200-250 километров. So only the white land on the left is Chile, and then we have the Andes Mountains here, and then all the light brown color is Argentina here.
Ну и, соответственно, здесь на этой карте вот только в белом выделено только Чили, да, слева это, соответственно, Тихий океан, справа это все территория Аргентины и естественная граница между этими двумя странами, это, конечно же, горы Анды. The most traditional viticulture area in Chile is the Central Valley. From this area, Santiago, that is in the center of the country and is the capital of Chile, to the south. So all this area here is called Central Region, Central Valley, and we have the smaller appellations like Maipo Valley, Rapel Valley, Cachapoal Valley, Colchagua, Curicó, and Maule. This is the base of the Chilean viticulture. Ну и вкратце, если говорить, да, то основным как бы винодельческим регионом Чили является так называемая Центральная долина, она же Central Valley, и она начинается приблизительно вот от района Сантьяго и вот до того красненького кружка, который выделен на этой карте, да, долины Мауле. Соответственно, а так внутри уже она сама по себе разделяется на кучу разных таких более мелких регионов. Все, что он перечислил, это и Майпо, и Мауле, и Рапель, и Качапуаль, и еще несколько. All these names are rivers. И все эти названия, да, это реки, самое важное. So the wine regions are divided from north to south, from one river to the other, okay? И все вот эти названия, да, это все названия рек, и все, что вот вы видите в названиях с севера на юг, это все долины той или иной речушки, которая стекает сам в Тихий океан. And then we have some small viticulture in the north of Chile with Aconcagua region, Coquimbo with the Limarí and Elqui that are more famous, and then Atacama really in the north. That is the desert. Ну и, соответственно, туда уже вверх, на север от Центральной долины есть еще несколько регионов. Это который заканчивается самым северным регионом, ну тогда уже идет на север пустыня Атакама, там в принципе практически ничего не растет. Такие небольшие, менее известные и менее продуктивные, чем Центральная долина, но тоже по-своему существующие и производящие какие-то. And then if we go south of Maule, we have Itata Valley, Biobío Valley, and then Malleco and the Austral. That is more extreme south and is completely different than the north, that is the desert. In the south, we have more rain and it's colder temperatures. Ну и, соответственно, также еще немножко на юг, да, есть также еще несколько небольших винодельческих регионов, это Био, Итата, и самый южный регион это Аустраль. Соответственно, у них, в отличие от северного полушария, чем южнее, тем холоднее, и это уже такие регионы, которые характеризуются достаточно прохладным и достаточно дождливым климатом. And this is the typical division of the Chilean wine regions from north to south, historically. Ну и вот исторически, да, так уже было заведено, что это вот традиционное такое вот разделение, да, сегментация чилийских винодельческих регионов. But recently we have some new divisions that is going from east to west. Но в последнее время все больше и больше есть, скажем так, новый тренд о том, что выделяются регионы неправильно только с севера на юг, но еще и с востока на запад. And I think this map is quite interesting to see the difference between Chile and Argentina. Да, еще вот обратите внимание на вот эту вот карту, которая на следующем слайде изображена. Да, вот посмотрите, насколько отличаются высоты Чили слева и Аргентины справа. So Chile is much more lower in terms of altitude than Argentina. То есть с точки зрения высоты над уровнем моря Чили находится намного ниже, чем Аргентина. And Chile is much more colder than Argentina. И Чили в том числе более прохладный регион, страна по сравнению с Аргентиной. Because in Chile we have the influence of the Pacific Ocean that is very cold temperature and is very next to the regions. И во многом это благодаря тому, что рядышком совсем находится Тихий океан, поверьте, он там совсем-совсем недалеко. And we have the influence from the high Andes mountains, that is, we have more rain and we have more snow on this side of the Andes. And these lower temperatures and water are coming down from the Andes mountain to the wine regions here.
Но и второй момент, влажные потоки воздуха, они сдуваются в сторону высоких очень гор Анд. Там они, соответственно, тучки останавливаются, все это дело выпадает в виде осадков, в первую очередь, в виде дождя. И поэтому, в общем-то, реки, которые стекают, это горные реки, очень холодные, которые также, в общем-то, скажем так, охлаждают климат именно Чили и несут эту благодатную прохладную воду с ледников к винодельческим регионам страны. So the biggest wineries, the most popular brands from Chile, they are coming from this area, from the Central Valley here, that now we call it Entre Cordilleras, so between mountains. Ну, еще такой важный момент. Видите, вот на этой карте вот посередине это высокий пик Андов, слева это Тихий океан, но здесь есть еще та самая прибрежная горная гряда. Основные винодельческие, самые такие продуктивные хозяйства, самые продуктивные земли, самые урожайные, да, они находятся в так называемой зоне, которая называется Entre Cordilleras, или так, междугорье, что ли, наверное, как можно перевести. And this area is more flat. This area we have more fertile soils and we have much more water available. И здесь это такая очень плоская земля, а земля там очень плодородная, там очень много воды, и там, ну, в общем, такой земледельческий рай. But this is the area to plant big volume wines, because this is the area where you can produce more grapes because you have fertile soils, you have the water, so you can make big volumes. And this is for the low entry level prices for the big wineries. Ну и здесь преимущественно, соответственно, расположены очень высокопродуктивные, высокоурожайные виноградники, которые принадлежат крупным компаниям, которые, понятное дело, благодаря тому, что, скажем так, урожайность очень высока, они в основном занимаются там производством высокопродуктивных, недорогих вин базового уровня качества. The Andes, so the mountain side, you have a lot of new projects planted in this area, and this is volcanic soils. In the Entre Cordilleras, here in the bottom is more alluvial soils, and here is more the volcanic soils, and these are very interesting soils and weather for some projects. Ну и вот современный тренд – это вот уход от высокопродуктивных аллювиальных почв междугорного района, между двух горных гряд. Вот к той части, которую там показал, это склоны Анд. Сейчас там появляется все больше и больше очень интересных небольших проектов, которые высаживают свои виноградники на бедных вулканических почвах. И, возможно, это одно из вариантов развития будущего качественного виноделия Чили. And here we have the coastal range that is called Costa, coast, and also where we have granitic soils and also very low temperatures coming from direct exposure to the ocean. So this is the coastal range where we have the granitic soil and also lower temperatures because of the ocean. And this is where Bouchon is located. Ну, а мы же, в свою очередь, располагаемся на так называемых прибрежных, соответственно, прибрежная гряда, coastal range. Там также, в общем-то, преимущественно гранитные почвы. И тоже климат там значительно прохладнее, потому что здесь уже идет непосредственно прям прямое влияние Тихого океана. Напомню, да, вот что, например, Батука – это всего 25 километров от океанической линии. So I think with this you have a better idea of where the wine regions are located in Chile and how we divide the areas, and you can explain the different kind of weathers and influence from the Pacific and the Andes and the different soils. Huh? Ну, возможно, как бы после того, как вы увидите эту картинку, ваша, скажем так, картина мировоззрения, картина того, как устроен чилийский, скажем так, виноградник, какие бывают типы, скажем так, зон, локаций, это станет больше понятным. Да? То есть видим Coastal Range – это гранитные, достаточно бедные почвы, но давным-давно освоенные. Там, например, тоже есть такие винодельни, как тот же самый Бушон.
Внизу плоская высокоплодородная земля, там, где делаются миллионы литров недорогого, достаточно простого вина. Ну и, соответственно, склоны Андов – это, ну, возможно, потенциально будущее, опять же, чилийского виноделия. And this sub-appellation of the coast located in the south of Maule and Itata, in this area, but more in the south, in Maule and Itata, is called Secano Interior, dry lands, interior dry lands, where Bouchon is located. Ну и вообще вот Маули и Тата, это вот та зона вот прибрежной горной гряды, называется Секано интерьер, то есть такое внутреннее сухое, да, внутреннее, ну, в общем, Секано интерьер, не будем переводить. Perfect. So now we can go to talk about the wines. Why not? Yeah, why not? Why not? So the first one I have here, so I am just showing the semillon, but I am drinking the tea. So I will put the picture on the screen. So this is the semillon. And I will talk a little bit about semillon in Chile, the history of semillon. Ну что ж, первым вином, про которое он бы хотел рассказать сегодня, это его сомельон. И да, я, говорит, пью чай, но говорить буду про сомельон. И прежде чем начать говорить про него, на самом деле, ну, нужно рассказать немножко об истории этого сорта в Чили. So semillon was the most planted white variety in Chile in the 50s, in 1950 or before. And this was the historical white variety in the country. But when the French arrived in 1850 with all the, let's say, Bordeaux-style reds, and they brought the Sauvignon Blanc and the Chardonnay, the semillon was not there anymore. The interest in the semillon was not there anymore because all the focus was in Sauvignon Blanc and Chardonnay. В свое время, знаете, сомельон был когда-то самым главным, самым массовым белым сортом винограда в Чили, который был привезен туда еще с первой волной, скажем так, первых, скажем так, массовых промышленных посадок европейских лоз на территории Чили. Но впоследствии, когда началась вот эта массовая эмиграция во многом бордоских виноделов в Чили, стал больше и больше пользоваться спросом, стали пользоваться спросом другие сорта винограда, и постепенно Шардоне и Савиньон Блан вытеснили семильон, ну, скажем, с виноградников страны. And then, for example, most of the people took out the semillon because they planted Sauvignon Blanc and Chardonnay, and the semillon, the history of the semillon was ready to disappear. And we only have 600 hectares of semillon in the country these days. Ну и получилось так, да, что понятно, что те виноградники, которые были под этим сортом, они пересаживались под Савиньон Блан и под Шардоне. И этот сорт был в свое время прям практически на грани исчезновения. Сейчас чуть-чуть картинка получше, но в любом случае сейчас под семильоном в Чили всего порядка 600 гектаров. We are lucky in Bouchon, in Batuco, we have the old vine semillon vineyard. And I discovered, I mean, we used to make the semillon blended together with the Sauvignon Blanc. We never pick the semillon and vinify the semillon apart. Ну, им очень сильно повезло, у них в Батуку остались очень старые лозы этого сорта, но, знаете, на протяжении очень длительного времени, ну, никто особо им не заморачивался, и, как правило, виноград семильон шел в бленд с Савиньон Бланом. But like 10 years ago, I started vinifying semillon, a part of the Sauvignon Blanc, without the purpose of having a brand, of having a wine, no, in bottle, but just to identify this wine. And I really fall in love of the semillon. I thought here is our best wine. Ну и вот первым, кто начал вот его винифицировать отдельно, это был уже сам непосредственно Хулио. И тот даже, говорит, не было, говорит, даже там изначально там идеи какой-то делать из него отдельное новое вино. Нет, просто попробовать, сбродить его, сделать из него вино, посмотреть, как оно будет себя вести. И буквально там с первых же винтажей он просто влюбился в этот сорт.
And finally, I decided to start my own project in the family. That this is Las Mercedes. So Las Mercedes is the brand together with my two brothers. They are twins, Juan and Maria. So I am the oldest, and Juan and Maria are twin brothers. And we decided to start our own project in the family Bouchon. Ну и вот 10 лет назад он совместно со своими братьями и сестрой, они, кстати, у него близнецы, они внутри своей компании, то есть внутри Bouchon, решили запустить свой новый бренд, назвали его Las Mercedes. То есть Las Mercedes — это, скажем так, молодые Бушоны. Вот, и стали делать его уже вот отдельно. And that's why I decided to bottle my first semillon under the Las Mercedes brand, because it's my passion, it's my project, you know. And this is how we started this wine, this semillon. Ну и, в общем, да, таким вот образом, да, сомельон вошел, это было одно из первых вин, которые вошли в новую линейку Las Mercedes, потому что, ну, это уже его страсть, это его вино, ну, скажем так, молодого поколения представителей Бушонов. So we are not talking about commodities. We are not talking about commercial wines here today. We are talking about wines with a special history, wines with a special style, and wines coming from a very specific area. It's a single terroir wines. Huh? Ну и когда мы сегодня с вами говорим о винах, подобных Las Mercedes, поверьте, это не про коммерцию, это про страсть, это про уникальные вина из уникальных районов, которые максимально отражают свой характер, свой терруар, свою стилистику. И это, ну, совсем не то, к чему мы привыкли, когда дегустируем, скажем так, массовые большие вина из этой страны. So this is a satellite picture from Batuco, and this is what is painted in green is our block number 1 of Batuco, where we have the semillon. So this is 80-year-old vines, and it's dry farming, so it's never irrigated. Ну вот перед вами на картинке изображен спутниковый снимок как раз-таки хозяйства Батуко. И зеленым выделен блок номер 1 он называется. Это виноградник, который засажен на 100% сомельоном. И что еще очень немаловажно, что это так называемый dry farming, то есть это не поливной, а вообще виноградник. То есть, скажем так, ни одна капля искусственного полива не обрызгала сей виноградник. And this is, I told you before, it's a very special terroir for us because we are more close to the Pacific Ocean. So we have, like, if we compare with Mingre, in summertime, in Mingre, we have like 29 degrees of average of high temperatures. Here, we have like 26 degrees. So it's 3 degrees lower, that this is a lot. Ну вот смотрите, да, то есть действительно это особенно, это для них терруар такой специальный, несмотря на то, что в принципе между Мингро, их основным хозяйством, и Батуко относительно небольшая дистанция, порядка 15 километров, но если сравнить среднегодовую температуру, то есть вот летом в жару, если в Мингро будет плюс-минус где-то в районе 29 градусов Цельсия, то в Батуко будет 26, и это 3 градуса, это прямо очень кардинальная разница. This is, I have a nice story with this Batuco estate. My father wanted to sell this farm because this is, all this farm here, this is our farm. Huh? Mm-hmm. So all this is Sauvignon Blanc, Chardonnay, and here the Semillon. And this is close in a straight line. If you fly from Mingre, it's close, it's like 10 kilometers. Mm-hmm. But we need to go out to the highway. We need to go to Talca, the city, and cross again. So it's driving, it's like 2.5 hours from Mingre. 2.5 hours. And this is a small farm that we produce only white grapes, and we don't receive a lot of money from these grapes because there is no value. This is what my father was thinking 20 years ago. And when I discovered this semillon, I say, if you sell it, I will buy it.
Вы знаете, у этого хозяйства есть такая очень интересная история. Несмотря на то, что как уже я говорил, что между Мингро и Батуко достаточно напрямую небольшая дистанция, там ну, 10-15 километров, но там очень сложная такая локация, прямой дороги нету, там горы, леса, поэтому приходится делать крюк, очень такой серьезный, если ты едешь с одного хозяйства на другое. То есть вот эти вот там 10-15 километров дорога на машине занимает порядка 2,5 часов. Плюс это достаточно низкоурожайный виноградник, засаженный белыми сортами. Здесь растут преимущественно савиньон блан, шардоне, и вот немного сомельона. И порядка 20 лет назад его отец вообще планировал продать это все дело, потому что ну, неудобно, денег не приносит, добираться долго. Вот, но к тому времени уже потихоньку Хулио, скажем так, повзрослел, начал в том числе делать сам свои вина, и говорит, слушай, говорит, отец, говорит, ну если ты, говорит, будешь это продавать, то давай я это все сам выкуплю. В общем, оставили, скажем так, очень высокопотенциальный виноградник в семье. So going back to the wine, so we started making this wine in 2014. So now we have like 6 vintages of experience. This Semillon is a variety that really love the aging. The potential of the aging is amazing. We have a lot of structure and a beautiful acidity. Then these wines, they can last in the bottle for 20 years or more. Вообще, первый коммерческий релиз Сомельона Лас Мерседес, он был 2014 года. И, вы знаете, Хулио видит в этом сорте потрясающий потенциал, потому что в виде своей структуры, в виде своей очень высокой кислотности, это сорт, который очень хорошо в их случае поддается, скажем так, взрослению. Это вино очень хорошо развивается в бутылке. И вообще Хулио дает ему как потенциал к развитию, к выдержке в бутылке до 20 лет. And this is fermented in a stainless steel tank, and we don't use any oak. So in this wine, we want to preserve the pureness of the Semillon variety. И, соответственно, это абсолютно чистое сортовое выражение этого сорта. Вино ферментируется, выдерживается в емкостях из нержавеющей стали, никогда, соответственно, дуба оно не видела. And I don't know which is the vintage that you are working now in Russia, but I think the 16 or 17 at the Yes, moment. I think so, yeah. Yeah, and this what I love of this variety of this farm Batuco is that it's dry farming. You know, so we cannot control the weather, the temperature and the rain because of the irrigation, because we don't have irrigation, we don't have any water. So this is a wine that talks about the vintage a lot. It's very sensible to the vintage. For the moment, we have 2016. 16. Yeah. That is a fantastic vintage because it's a very cold vintage. So we had a very cold and long spring. Normally we have a short spring and the summer is strong, but this was a long spring, and the wine has a lot of acidity. It's a wine that I would love to taste in 20 more years. Ну его, да, 16-й год, на самом деле, говорит, год был очень классный, потому что это был достаточно прохладный год, была очень длинная весна, и в вине потрясающая кислотность. И вот, говорит, я, говорит, это вино, говорит, ну, сохраню там у себя в своих личных запасах, и мне, говорит, очень сильно хотелось бы вот сейчас уже узнать все же, как оно себя поведет, и я с удовольствием попробовал его бы еще через 20 лет. So now we go for the país. So a little bit of the history of the país. Переходим к паису. Давайте сначала немножко об этом сорте винограда. País is the variety that the Spanish conquerors brought to Chile for religious purposes. Паис – это очень старый сорт винограда, который попал на территорию Чили вместе с испанскими конкистадорами. И это, соответственно, были те лозы, которые были туда принесены в первую очередь для религиозных целей. То есть нужно было делать вино для церкви, для того, чтобы во время причастия давать ту самую пресловутую ложку крови Господней. Well, they brought it from Spain to America, not to Chile. So, да, понятно, что это вообще в Южную Америку, вообще в Америку, Южную и Северную они привезли, то есть не специально в Чили.
País is called in Chile, Listán Prieto is called in Spain, Mission is called in Mexico and United States, and Criolla Chica in Argentina. Ну, вообще, как бы оригинал, да, прародитель это испанский листан негро. Вот, на территории Мексики и Соединенных Штатов Америки это сорт называется мисьон, в Чили это паис и в Аргентине это криоя чика. Это, по сути, это разные названия одного и того же сорта. So for 300 years, so from 1550 until 1850, more or less, País is the only wine grape in the country. Ну и представьте себе ситуацию, вот когда первые виноградники вообще привезли, вот первые винограды, вообще первые конкистадоры появились там в Чили в 50-х, 60-х годах 16 века и до середины 19 века, то есть по сути 300 лет на территории страны практически произрастал чуть ли не один сорт винограда. So this is the origin of the Chilean viticulture. И если так разобраться, то есть это вот действительно самые-самые-самые корни чилийского виноделия. At the beginning for religious purposes, for the conquerors, and then with the time, the farmers start planting and they use it for like food. They drink like in the farm to work. They drink this very light wine, easy wine to enjoy life, to work. Ну и, соответственно, да, изначально это для совершения религиозных обрядов, а в дальнейшем же фермеры, да, местные стали выращивать массово этот сорт винограда, делали из него такие абсолютно простые, низкоалкогольные вина, которые, ну, скажем так, облегчали их жизнь, и работать после того, как ты там выпил какое-то количество вина, но все равно веселее, как бы, и, в общем-то, жизнь не такой, скажем так, серой казалась. So we have this wine that is called País Salvaje that we start making it in 2015. Но вот вино, которое у нас есть сегодня в нашем сете, это вино, которое называется País Salvaje, и первый винтаж был 2015. And why we make this wine? И почему они сделали именно это вино? Because Bouchon, we have a long story with France, with my great-grandfather, and it's a fourth-generation company, but we feel that Chilean wine, every winery is doing the same. Cabernet Sauvignon, Carmener, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Bordeaux blends, using oak French barrels. Everybody's very industrial thinking. Ну, смотрите, мы поколение, четвертое поколение уже, ну, скажем так, французской изначально семьи, но вот что в Чили, скажем так, вот не устраивало, в том числе, в первую очередь, самого Хулио, да, то, что, ну, все делают плюс-минус все плюс одно и то же. Карминеры, Каберне, Мерло, Шардоне, Савиньон, Бордобленды, скука несусветная. And together with my brother, we were thinking, okay, this is good. We will continue making this wine because this is part of Chile, but we also want to make something unique, something very special, something with a lot of character, something that talks about Chile, talks about the country, talks about the Bouchon family. Но и когда вот они с братом стали в управлении компанией, то есть они решили, да, конечно же, коммерция есть коммерция, мы, конечно же, будем продолжать делать, в том числе и типичные для современного Чили вина, но хочется что-то своего, уникального, неповторимого, чтобы максимально могло передать характер старого традиционного Чили. And why País? Because País is the origin of the Chilean viticulture, and because Bouchon is located in Maule, in Secano Interior, where everything started. Ну и еще потому что, ну, во-первых, как бы País это, скажем так, начало истории виноделия в Чили, ну и плюс они в Мауле, Секано Интерьор, это то, где, по сути, все вот, ну, начиналось. So this is the first time we make a natural wine because this is natural. So native yeast, no filtration, no stabilization. It's the first time in the family that we make this style. Ну и вот это вино, это было первое вино в истории семьи Бушон, когда они сделали натуральное вино. Что есть они сделали его, это дикие дрожжи, отсутствие фильтрации, выдержки, то есть это вот максимально приближено к современным трендам на натуральные вина. So it's very important for us because it's a
change of mind for myself, actually. То есть, на самом деле, это действительно очень важное вино для них, потому что именно во многом благодаря ему, да, им как-то пришлось поменять свое мировоззрение. So the characteristics of the País. País is a rustic variety that resists all the weather conditions, resists the dry seasons, resists the diseases, resists the rain. So that's why it lasts in the country for more than 500 years. Ну, вообще, смотрите, такой паис, это такой очень такой брутально рустичный сорт винограда, который отлично переносит засуху, дожди, болезни, не болезни. То есть, в общем-то, во многом благодаря этому он сохранился в стране у нас на протяжении более, ну, там, почти уже 500 лет. It's a light color, it's light body, and the tannins are very edgy, rustic. У него нет насыщенного цвета, у него легкое очень тело, и при всем при этом у него такие достаточно, ну, можно сказать, даже такие рустично-грубоватые таннины. So this is completely the opposite what you expect from a Chilean wine, because Chilean wine, red wine, supposed to be big, with a lot of color, with a lot of structure, and this is the opposite. Ну, то есть представьте себе все, что вы знаете о типичном чилийском вине, то есть такое округлое, сочное, фруктовое, и все будет абсолютно насыщенное в цвете, все будет абсолютно наоборот. But my question is, what is the Chilean wine? This style that started 300 years before, or the modern style with a color, with a structure that the French brought into the country 300 years later? Но вот он задумался над тем, а что же такое есть действительно историческое чилийское вино? Это вот то, что было с середины 16 века, или то, что стало со второй половины века 19-го, там, через 300 лет после того, как паис уже рос на территории страны. So if you haven't tasted this wine, I invite you to taste, because this wine is, for me, is a part of the liquid, the wine, for me, is an experience. И вот если кто-то вдруг до сих пор еще не попробовал этого вина, то прямо строгая рекомендация, потому что, ну, кроме того, что это вино, жидкость, да, алкогольный напиток, но это еще кусочек истории страны. Why the name País Salvaje? If you see this picture, the name is easy, you can understand. Salvaje is wild. Почему вино называется паис сальвахе? Ну, посмотрите на эту картинку, вам все станет понятно. Дело в том, что сальвахе с испанского переводится как «дикий». So these vines are not planted by the human. These vines are growing by themselves in this forest. Let me explain briefly about this small forest in Russian, okay? Okay. Я прошу прощения, мне просто так будет проще своими словами объяснить. Я был на этом маленьком виноградничке. Что это из себя представляет? Вообще, поместье Мингре – это огромный такой массив, там порядка 1000 гектаров земли, из которых под виноградниками, там, соответственно, ну, там меньше 100. Вот. И между 3 блоками виноградников растет натуральная такая вот естественная рощица. Это не высаженная роща, это просто, ну, дикие деревья, которые там остались каким-то образом, когда планировали виноградники. И так получилось, что там птички, животные, в общем-то, потихонечку, да, разбрасывали семечки в разные стороны, и паис там пророс в естественном виде. И эта лоза, которая растет практически в диком виде, за которой никто не ухаживал на протяжении десятилетий, которая обвила все вот эти вот высоченные деревья. Вот видите, вот люди собирают виноград с лестниц, но это еще не самое высокое, у них там прямо даже есть целая специально отдельная вышка. В общем, есть лоза, которую собирают с высоты примерно 8-10 метров. Дико неудобно, но получается очень интересно. Кстати, всем рекомендую зайти на веб-сайт Viña Бушон. Там есть очень интересный видеоролик, как раз-таки посвященный сбору винограда именно с этой вот рощицы. Yes, sorry, Хулио. So, and País is red, you know, the variety is red. But I also want to show you the País Salvaje white. Ну и смотрите, паис это, безусловно, сорт красный, но сейчас вот вам покажу там вот еще одну бутылочку вина, это тоже такое необычное его воплощение, паис сальвахе, но белый. So what happened? I will show you another picture. Что же произошло? Сейчас фотографию еще найдет.
Mm, mm, mm. What happened here? I lost everything now. 1 second. Вот видите, сразу видно, что вот ребята, вот никакого не маркетингового отдела, ничего, работают от души, самостоятельно, где-то теряют картинки, но зато вот такой местный колорит. Sorry. No, I lost. Well, but it's not the problem. The thing is that. Sorry. What is alcohol level in País Salvaje? This is well. Listen, País is a variety that it has. If you pick in the normal timing that you pick the other varieties, you will have a alcohol, for example, of 14 degrees, but then the acidity is going to be very, very low, and the pH is going to be very high. So this is the País variety is a variety that need to be picked before with an alcohol around 12. If you pick with an alcohol around 12, so it could be 11, 15, 12, 15, 13, the maximum, is going to be a wine with very nice acidity and freshness. That is very important. Смотрите, по поводу, был задан вопрос в чате, каков уровень алкоголя в этом паисе. Смотрите, паис это действительно, ну, сорт такой, ну, он диковатый, действительно такой, нетипичный. Говорит, если собирать его на максимальной сахаристой зрелости, то, да, вот, Анечка, спасибо огромное за ролик. Если собирать его на максимальной сахаристой зрелости, то из него можно сделать вина до 14 градусов алкоголя, но они будут абсолютно плоскими и неинтересными. Поэтому его собирают чуть-чуть до полной сахаристой зрелости на высоком уровне кислотности, и поэтому паис, который делают они, в зависимости от винтажа, чуть-чуть цифры варьируются, но гуляет вокруг 11,5-12 градусов алкоголя. Во, отлично. Yeah, it's a perfect one. Yeah, this is the picture I wanted to show you. So, вот, наконец-таки нашли, пока отвечали на вопрос. Да, белое 12. Is red. Итак, паис, красный сорт винограда, посмотрите на эту гроздь. But in this wild, salvaje, wild vineyard, we have some berries that they don't change the color. So we still have berries that are white. Но смотрите, это дикий виноградник, за которым никто не ухаживал, и вот он потихонечку, так некоторые отдельные, скажем так, лозы мутировали. Иногда получается, что вот висит гроздь, и эта гроздь, которая уже полностью созрела, но вы видите, что ягоды абсолютно неравномерного цвета, есть от таких розоватых до практически белых. So this is a bunch that I will use for the red wine, okay? Because the majority of the berries are red. Ну и вот смотрите, например, вот подобную гроздь, да, вот он, например, будет использовать для приготовления своего красного вина, потому что здесь все-таки больше чуть-чуть красных ягод. But we have another bunches that they have a majority of white berries, and these are the bunches that I will use for the white version. Но есть же грозди, в которых доминируют белые ягоды, и, соответственно, из них он делает свою белую версию паиса. And I thought that maybe there is another varieties involved in this vineyard, and another white varieties involved from this vineyard. So what I did is I did the DNA investigation, and finally this is País. This is Listan Prieto. So this means that this vineyard has a genetic mutation. Ну и смотрите, когда вот он только решил делать свое вино, он даже вот из этой вот винограда, из этой рощицы, поначалу он вообще подумал, ну, возможно, там затесались какие-то саженцы каких-то других сортов белых. Вот. Именно по этому поводу он провел ДНК-анализ, и которым полностью четко показал, что это, естественно, генетическая мутация Listan Prieto, соответственно, паиса, и это тот же самый сорт, но в таком виде. Ну, в общем-то, как то, что там сотни лет назад произошло с группой Пино, вот здесь потихонечку происходит на наших глазах. И сразу хочется задать вопрос, на ответ я на который знаю, но тем не менее, пускай Хулио нам скажет. And so, Хулио, please tell me, how many producers in Chile produce the white pais? We are 2. Всего 2 производителя в Чили, которые обладают вот такой вот интересной мутацией этого сорта, и всего 2 производителя на всю страну, которые делают белый паис.
So this is something very special. То есть не блан де нуар, да, казалось бы, это тоже можно сделать. Нет, это... Yeah, but we have these white berries, but officially by law is a blanc de noir. То есть официально по законодательству, да, так как еще нет выделенного отдельного сорта паис бланко, они по документам пишут, что это блан де нуар, но по факту это белое вино из белого паиса. So what we do here is we pick the grapes, of course, by hand, because this is not possible to pick by machine because it's in high altitude. And we bring the grapes to the cellar and we make a very gentle press. Ну, соответственно, все это дело убирается однозначно, понятное дело, вручную, потому что по-другому это невозможно. Очень-очень бережное прессование. And we pick and we do the gentle press, and then we bring the juice to the amphora, clay amphora, and we ferment in the amphora, of course, without the skins, because it's a blanc de noir. We ferment in the amphora, and we stay in the amphora like for 6 months, and then we go into the bottle. The same with the red is a natural fermentation, native yeast, no filtration. That's why the white version also will be a little bit cloudy with some more color, not like a typical Sauvignon Blanc. It's more like your Georgian wine, you know. And this is a wine with a lot of acidity and a lot of texture. It's more like Georgia. It's more like Jura. Ну и, в общем-то, получается такое очень интересное вино. То есть, смотрите, после того, как вино отпрессовали, сняли с мезги там нету, вино перемещается для винификации, для брожения в глиняные амфоры, вот, где после окончания брожения она проводит еще 6 месяцев. Так же, как и в красной версии, это вино, то есть это дикие дрожжи, отсутствие полной фильтрации, поэтому если вы посмотрите на просвет, да, то вино может вам показаться слегка, может быть, таким мутноватым, то есть это не классическое белое вино, ну, там, типа там Савиньон Блана какого-нибудь или Шардоне, то есть по стилистике это ближе, ну, к таким вот оранжам где-то, но это не совсем все-таки оранж, это не совсем правильно, все-таки контакта с кожицей в данном вине нет, у него есть другое вино, например, он делает сомелье на кожице, это другой разговор. Вот, но все равно оно не будет такой чисто прозрачным белым, но это будет для него абсолютно нормально. И такой яркая, звонкая кислотность, и такой очень такой характерный, специфический свой вкус. Also, this País Blanco is a white wine with a lot of structure, with a very long aging potential. Like the Semillon, for me, both of these wines are wines that you can put in your cellar and you can enjoy it in 10 or more years. И так же, как и Сомельон, Хулио считает, что этого вина очень высокий потенциал к выдержке, и что это вино, которое спокойно, абсолютно, порядка 10 лет, он спокойно этим может заниматься. Извините, я просто читаю вопрос, параллельно сбился с мысли. Порядка 10 лет может, соответственно, храниться это вино в бутылке. На вопрос по другие виды алкоголя спросим чуть-чуть попозже обязательно. Угу. And now we go for the last wine of the night, is Las Mercedes Ensamblaje. Ну вот еще одно вино, которое у нас есть вот в сете, которое мы рекомендовали к сегодняшней нашей презентации. Las Mercedes Ensamblaje is like my baby in the winery because this is the first wine that I made myself in the cellar. Но Las Mercedes Ensamblaje, это вот для него это как вот его такой первый ребенок, потому что это первое вино, которое он самостоятельно сделал на винодельне, то как винодел. And this is a wine that I started making it in 2006. То есть это первый винтаж этого вина, это был 2006 год. And on that time, the blend was Cabernet Sauvignon, Malbec, and Syrah. И то первый ассамбляж был, да, Cabernet Sauvignon, Malbec и Syrah. So the blend was very innovative and very rare for Chile in those years. То есть для 2006 года это было очень инновационно и очень, скажем так, ну, нетипично для этой страны. So my father was asking me, Julio, are you crazy making this blend, mixing the Côte d'Ivoire varieties with the Bordeaux varieties, you know? Ну и да, и отец поначалу, как бы, да, говорил, Хулио, не сошел ли ты с ума, что ты в одном ассамбляже берешь и смешиваешь бордоские и ронские сорта.
And in Russia, this wine has always been very successful. Но, знаете, на российском рынке, кстати, это вино всегда было очень популярным. But since 2015, when my brother joined me, we made a change in this wine, and this wine switch the blend for a Medoc blend. So now it's a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, and Petit Verdot. Но в 2015 году, когда уже присоединился к команде и младший брат, то есть был бленд опять немножко изменен, и сейчас это традиционный такой бордо-бленд, это Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc с небольшим добавлением Petit Verdot. Because my great-grandfather came from Saint-Emilion, so I wanted to make a wine that talks about the history of the family. Ну, в общем, так как его предок приехал из Сент-Эмильона, то есть ему захотелось такое вот выделить его в отдельную такую историю, сделать вино как такое, ну, дань уважения своим французским корням. But also, because of this, we released a new wine. We're supposed to only talk about the ensamblaje today, but I will just show you the remix. No problem, for sure we have to. Because what I did with the Syrah, I create the remix, because ensamblaje means blend, you know, and remix is like the music records, like remix, reblend, and this is the Mediterranean blend. So this is Syrah, Carignan, Sanso, Grenache. Ну и смотрите, когда все-таки в 2015 году вот решили было выделить ассамбляхи как бордо-бленд, то есть, ну, ассамблях, да, ну, ассамбляж, да, бленд, то здесь они сделали новое вино, которое они назвали ремикс, оно, кстати, есть у нас на российском рынке, и здесь Сыра, Синсо, Кариньян, Syrah, Carignan, Grenache, Sanso. Grenache, Sanso, вот. Соответственно, сделали чисто такой ронский бленд вдобавок к ассамбляхе. Yeah. And this remix is made more in the Mediterranean way, where Bouchon is located today in the south of Chile, in the Secano Interior, with the granitic soils that is much more connected with the Mediterranean, with the Côte d'Aron Valley. So we age the wine in the big foodres. И, соответственно, данное вино вообще оно делается в таком проронском стиле, потому что, ну, Секано интерьер по своему характеру, вот их вот часть, да, вот часть Чили, она очень напоминает именно больше Рону, да, чем Бордо, потому что сухой климат, достаточно тепло, гранитные почвы, вот, и, соответственно, здесь для выдержки этого вина, вот именно для ремикса, да, вот не то, что мы сейчас у нас есть эти, они там используют именно, опять же, то, что традиционные бочки большого объема, то есть деревянные фудры они используют для него. And the ensamblaje, the Medoc blend, you know, the Bordeaux blend, we age in French barrels, because this is how in Bordeaux supposed to be aged. А, соответственно, Бордо бленд они, опять же, выдерживают в бордоских барриках. То есть вот сделали такой вот true, такой стайл. So this is about the wines for today. This is a wine, the history of Chilean viticulture and the history of Bouchon. So I hope you enjoyed, and maybe there is some questions. Yes, and first question will be mine, because you are usually too shy, as usually. Ну что ж, да, говорит в том, что вкратце мы поговорили о тех винах, которые представлены были в сегодняшнем сете, немножко поговорили об истории семьи и все остальное. Но знаете, я с Хулио имел честь работать уже неоднократно, и в том числе ездил с ним и по России, мы с ним как-то однажды за неделю всю Сибирь проехали, и по Чили. И человек, он очень скромный, и он всегда вот упускает такие очень маленькие моменты, не хочет себя подсвечивать. Я хочу у него спросить про, вот он говорил про новые веяния, о том, что вот, соответственно, сейчас на склонах Анд начали выращивать виноградники, но есть еще абсолютно новый тренд. В Чили относительно недавно появилась, скажем так, одна некая саморегулирующая организация, которая напоминает чем-то немецкий ВДП. И я хочу, чтобы Хулио нам про нее рассказал. Этих вин, сразу вам говорю, пока на российском рынке нет, и не факт, что в ближайшее время они появятся, очень маленькие пока объемы, но тем не менее. You know what I want to ask you, for sure, El Viña. Yeah. Sorry?
You know what I will ask you, El Viño organization. Ah, okay, perfect. That's good. I love Viño. Viño is is called Viñadores de Cariñán, so Cariñán viticulture people that started in Chile in 2010. El Viño – это организация, которая существует с 2010 года, и это организация, которая объединяет между собой производителей вин из сорта Кариньена. Кариньян. I will try to show you a picture. Сейчас попробовать найти Viño фотографию. is about Cariñán. It's an organization that is, there is the Viña Bouchon, because we have 16 viños. And it started in 2016 like a DOC in Europe. It's the first time in Chile that we have this regulation. It's a private regulation. It's not official by law, but we have our own rules. The rules are all vines. The rules are dry farming. The rules are bush vines coming from the Secano Interior in Maule. And the last rule is, sorry, 2 years of aging, and everybody has to use the same Viño label, bigger than the producer label, like you have in Europe, Côte de Rhône, Gigondas, No. It's more like VDP in Germany. Come on, we discussed it already. Well, yeah, okay. Окей, да, ну смотрите, что такое Viña? Это организация, это саморегулируемая организация, которая с 2016 года имеет статус пока еще такого полуофициального апелласьона, АОЦ, и это организация, которая не является подконтрольной государству. Это просто, скажем так, объединение 16 производителей, которые работают строго по правилам, которые они создали сами же, скажем так, для себя. Итак, что такое Viña? Какие должны быть правила? Что ты должен соблюдать, если ты хочешь выпускать подобное вино? Во-первых, ты работаешь только с Кариньяном. Это Кариньян со старых лоз. Это не поливные виноградники, то есть не допускается искусственный полив. Это не подвязанные виноградники, то есть это, естественно, вот эта кустовая посадка. Это вино выпускается в продажу на 3-й год после сбора урожая. Не обязательно, что оно выдерживается в дубе, это нет. Но в любом случае 2 года оно, соответственно, выдерживается либо в бутылках, либо в нейтральных емкостях, либо в дубе. Это уж кому как интересно. И еще самое важное, соответственно, надпись «Viño», это название вот этой вот организации, она должна быть больше, шрифт больше, чем название производителя того, кто произвел это вино. Соответственно, Бушон является одним из 16 членов данной организации, и еще, опять же, он опять скромно умолчал, он ее возглавляет. So today, you know, there you have a picture of the different viños. Вот, видите, вот как раз вот слайд, который показывает бутылки, соответственно, членов вот этой вот организации. Они все разные, они все в разных стилях, но видите, везде Viña — это главное. Все от разных. The best Chilean wines for many years used to be Bordeaux blends. So Almaviva, Don Melchor, all these wines, Montes M, they were the most famous in Chile. But these wines, they lack of identity because this is a Bordeaux blend made in Chile. But Viño is something that is very local, very authentic from Chile. And today, there is some of the viños that are getting the best awards from the country, are playing the top party in Chile. Ну, в общем-то, да, мы все привыкли к тому, что топовые вина Чили — это всегда бордо-бленды, это вот те большие имена, которые вот он назвал, но им кажется, что вот, скажем так, у них есть шанс вырасти в абсолютно уникальный такой проект, и возможно, что именно эти вина будут, соответственно, символами страны в ближайшее время, и возможно, все выстрелит. Слушайте, я в свою очередь хочу сказать, я пробовал 2 вина из этой вот серии, я пробовал одно от Хулио, еще от одного производителя, не буду называть. Это
очень хорошо, это очень мощно. Я причем одно пробовал дубовое, а одно было в нейтральных емкостях. Вот, и это перец, это специи, это какие-то такие сухие ягоды, ну, давайте так, как минимум это очень хорошо, это очень оригинально, и это очень, скажем так, стильно и не похоже ни на кого. Это свой абсолютно уникальный стиль. We don't sell the Bouchon vino in Russia yet, but I hope soon you can find Viña Bouchon in Russia. Ну да, еще такой момент, пока Viña Бушон на российском рынке нет, но, как он надеется, возможно, в ближайшее время они здесь появятся. And I mean, yeah, I think it's a very interesting one. I invite you to taste some of the vinos if you find in Russia. It's a very interesting one with a lot of structure, with beautiful acidity, wine with a lot of character. Прекрасная кислотность, очень такой своеобразный характер. Ну, ребят, в общем, будет шанс, обязательно попробуйте. Вот. And yeah, Bouchon started in 2015 in Viña, and I am the actual president of the association. Ну да, и, соответственно, вот только что он теперь сам признался, что он не возглавляет эту организацию, да, а вообще они присоединились к ней в 2015 году. It was one question, what should be the minimum age for the vines? Yeah, we put the 35 years old, but in Chile there is no plantations of 30-year, 35-year-olds. The plantations of Cariñán in Chile are 60 years old or more, or then we have young plantations, 5 years old. So we will change the regulation, I think, to 50 years old. Окей. Смотрите, на данный момент по правилам регуляции, Аня, отвечаю на твой вопрос, минимальный возраст лоз стоит в 35 лет, но здесь есть один такой нюанс. Дело в том, что не существует 35-летних лоз Cariñán. Есть либо старые, 50+, либо совсем молодые, которые там лет 5 назад, когда вот пошли вот опять новые тренды, стали заново немножко подсаживать. Поэтому, когда мы говорим, что минималка там 35, по факту этим лозам 60 лет и больше. И, возможно, вот они говорят о том, что мы поменяем это правило, возможно, чуть-чуть увеличим этот возраст, ну, там, хотя бы до 50, хотя бы. So, Julio, if you finished, we have few questions. Yes, perfect. Так, ну что ж, в принципе, официальную как бы часть Хулио у нас закончил. Были у нас еще по ходу вопросы. Так, я сейчас в чатик залезу. Так, можно за 5 страниц с описаниями вин. В смысле, опять. То, что было в этом чате, оно все здесь и есть. Надо вверх просто пролистать. Так. Ты имеешь в виду со слайда, что ли, Том? Напиши, пожалуйста, я не совсем понимаю тебя. Если хочешь, я тебе потом отдельную презентацию эту пришлю, которую он показывал. Вот, производят только вина, крепкого алкоголя у них нет, например, чилийской граппы. Что на этикетке нарисовано? На этикетке Паиса как раз-таки люди, которые по лестницам взбираются на дерево, чтобы собрать виноград. So, it is one question. Do you produce only wines? What about spirits? Maybe Chilean grappa or something like this? Pisco. No, we only produce wine and also sparkling wine, the extra brut, but nothing else. So we prefer to be very focused in wine. Смотрите, нет, крепкого алкоголя они не производят, хотя в Чили есть традиционный напиток, по которому у них до сих пор идут терки с их северными перуанскими соседями, это писко. Нет, они делают тихие вина, они делают вина игристые, вот, но они сконцентрированы на производстве только вот этих дистилляций, они не занимаются. Какой процент производства вина компании от общего объема производства вина в Чили? What is the percentage of, how many percent of total production of Chilean wines Bouchon have? Wow, we are small. You mean in bottles? Yes.
It's a good question. It's like I think 0.0000001. it's a 0.2, something like this. 0.2 you mean. Окей. Но на самом деле, смотрите, Хулио Бушон это очень маленькое хозяйство, и уж тем более по чилийским меркам, для них там 4, там, в смысле 200 гектаров, это можно сказать, что ни о чем. Ну, говорит, ну, что-то в голове цифра всплывает 0,2, но это надо проверять, потому что он сам даже, если честно, смутился. Так, может он рассказать о скин? Can you tell us a few phrases about сомелье skin contact? Yeah, Semillon skin is coming from Batuco, so same state of the Las Mercedes Semillon. Just 1 second, I have to explain to other people. Смотрите, кроме сомельона, который мы сегодня показывали, в производстве есть еще вино, которое называется сомельон скин. И это вино немножко отличающееся от этого. Вот его этикетка. Ага. Вот, это тоже, соответственно, сомельон, который выращивается на хозяйстве Батуко, о котором мы уже говорили. So Semillon is a skin contact fermentation. Semillon, and we age for 1 year together with the skins in a clay amphora. So it's like the Georgia style. То есть это такой вот традиционный, практически кахетинский способ производства вина, то есть это белое вино, сделанное по-красному, то есть это дробление без отжима, вместе с мезгой, с кожурой, все это дело отправляется в амфоры, и там после окончания брожения вино проводит на контакте еще как минимум 12 месяцев. Единственное отличие, что это амфоры, которые под землю не закапываются, они стоят на уровне. Вот, а так, по сути, это Skin Contact, Orange Wine. Вот, он есть в нашем ассортименте, есть у нас на сайте, и мы его показываем на разных дегустациях в том числе. Так что, если кто-то вдруг до сих пор не пробовал, можете его с удовольствием попробовать. I love this wine. This is a wine that is completely different, and it's a wine that you can age for decades. Ну, в общем-то, ему очень нравится это вино, и опять же он видит в нем очень-очень высокий потенциал, который, вот, по его мнению, вино, которое может храниться десятилетиями. Так, тут все понятно. Так, тут все понятно. Это пара бокалов Паиса угадал, да, пожалуйста, вопрос. Вопрос про этикетку был о вине Las Mercedes Ассамбляхи. Хулио. Yes. Mercedes Assemblaje. What is on the label? There is some signs, what is significant? You mean the three? Yes. Yeah, this is the kind of explained that this is 3 varieties in the blend, and the different of the kind of the soil of the grape. Soil of the different blocks. Окей. Смотрите, там вот картинки, которые на этикетке Ассамбляхи, они означают, ну, во-первых, они символизируют 3 сорта винограда, которые принимают участие в этом ассамбляже, и, соответственно, 3 типа почв, на которых растут эти сорта, на их виноградниках в хозяйстве Мингре. Because in singular, in the Semillon or the other varieties, is only one variety, one block, single variety, so it's one symbol here. And in Assamblaje, we have the 3 different symbols of the soil because it's the blend. Да, потому что в моносортовых винах они используют такой вот один единый символ, который символизирует тот или иной вот сорт, соответственно, его блок, а здесь, соответственно, 3, ну и вот картинка, которая объединение этих 3. Так, соответственно, и у нас продается, я сейчас купил, ну да, конечно, всегда были такие амфоры, там винодел, серебро. И у нас продается, я не понимаю, что, Том, я не понимаю твой русский, извини, пожалуйста, и у нас продается, я сейчас купил. Я же говорю, что у нас продается. Всегда там были такие амфоры, где там? В Чили, в смысле? Да, конечно, они всегда были, да, но дело в том, что в них перестали вина делать чуть больше, чем 100 лет, они там просто стояли. Вот. Золото, серебро, бронза, олимпиада. Ничего не понимаю. Блин. Пиши на английском лучше. Вот.
Ну что ж, so I don't see any more questions, and frankly speaking, you're really in perfect time. So if you want to add something. No, just to add that it's a very interesting conversation, and I hope all the people have enjoyed the tasting the seminar, and I want to be soon in Russia making party, you know. If you remember our last parties in Moscow, in Vladivostok. Exactly. So I'm looking for it to meet all my friends in Russia. So thanks for participating today, and I hope we will be soon together. Ну что ж, спасибо всем огромное за то, что присоединились к нашему сегодняшнему вебинару. Вот, на самом деле, Хулио говорит о том, что, ну, блин, пора уже. Семинар — это все хорошо, здорово, но нужно вот все-таки уже приехать, устроить вечеринку. Вот, он очень зажигательный молодой человек, прям поверьте, мы с ним тут, что в Москве, что в Владивостоке, устраивали веселые мероприятия. Скин — это оранжевое вино, как ОС, нет, не как ОС, а С не... Смотря какое С, тут тоже одинаково не назвать. У них что-то есть в нейтральных емкостях, что-то есть в кувшинах. Так, еще одно очень важное замечание по поводу того, что у нас не будет завтра мероприятия, завтра не будет очередного вебинара в рамках нашего Эльвайн at Home, его перенесли на 30 июня. Ну а так, всем огромное спасибо и до будущих встреч. Все, всем спасибо, пока-пока. Bye-bye, Хулио, thank you very much. Ciao, nos vemos. See you next time. Окей, все, спасибо всем огромное, всем до свидания. Bye-bye. A pleasure. Pleasure.